Так, Денис, а что ты робишь? Работаю. И что ж ты делаешь? На, держи, у нас новый станок, иди дави шпонку. Денис! Да. А что ты робишь? Шпонку давлю. Я же сказал давить шпонку. Всем привет, мы Zeta Group. Сегодня хотим вам рассказать о пополнении нашего станочного парка. У нас появился гидравлический пресс с функцией прошивки. Так как наше предприятие занимается производством деталей для сельхозтехники, в номенклатуре наших изделий присутствует огромное количество деталей, таких как звездочка и шестеренки. В свою очередь, они крепятся на телах вращения различными способами. Одним из способов разъемного крепления деталей между собой является соединение шпонкой. Ранее наше предприятие отправляло детали со шпоночным пазом на кооперации, то есть на сторону. Но поскольку мы предприятие с большой динамикой развития и с не менее большими амбициями, мы решили делать шпоночный паз самостоятельно. Из основных способов получения внутреннего шпоночного паза существует несколько основных, такие как методы долбления, протягивания и прожигания. Но они предполагают собой специальное оборудование. Также существует метод фрезерования, но он имеет множество ограничений по длине и необходимо вносить изменения в конструкцию деталей. Поэтому мы остановились на методе прошивания, так как для прошивания необходим только пресс и сопутствующая оснастка. Еще этот метод имеет несколько преимуществ. Первое это преимущество в том, что мы сокращаем время на обработку деталей, а второе преимущество заключается в том, что не нужно нанимать высококвалифицированного специалиста, поскольку работа довольно простая. Итак, давайте же расскажу вам про наш новый станок. Называется он Nargesa BM25. Вот так он выглядит. Имеет панель управления. Мощность его 2,2 киловатта. Давит он 22 тонны, что эквивалентно 11 атмосферам. Давайте же расскажу детальнее про панель управления. Здесь у нас датчик регулировки нашего давления. Манометр, который показывает давление. Переключатель включения-выключения, аварийная остановка, тумблер включения, два датчика, которые сигнализируют о том, что станок работает и станок неисправен, и переключатель работы в открытом-закрытом режиме дверей. Давайте же посмотрим, что внутри. Внутри у нас присутствует стол, упор и шток, который двигается вверх-вниз. Могу это продемонстрировать. В открытой двери. Вот так. Вниз и вверх. Также у нас присутствует нижний ярус. Сама ручка, которой мы давим вверх-вниз. И корыто, в которое ссыпается стружка и падает в процессе прошивания наша прошивка. Изготовление шпоночного паза на таком прессе предусматривает использование специальных втулок, работающих как направляющие. Но в процессе испытания аналогов таких втулок мы остались недовольны низкой повторяемостью паза, которая вызвана недостаточной жесткостью инструмента. Впоследствии нами была разработана и изготовлена оправка для прошивания одной из наших позиций. Такая оправка усилит жесткость прошивки в процессе ее эксплуатации, а ее конструкция позволит фиксировать неподвижно в зависимости от текущего прохода. Ну а теперь давайте продемонстрируем наш пресс в действии на одной из наших позиций. На вот такой звездочке. Приступим. Выставляем нашу звездочку по центру. Берем нашу оправку. Обильно ее смазываем. И наставляем в отверстие. Вот примерно мы попали. И промазываем зубья нашей прошивки. Можно начинать, но прежде стоит попасть в центр нашего штока.
я думаю, нормально. Теперь по технике безопасности закрываем, выключаем режим с открытой дверью и начинаем прошивать. Достал я прошивку, можно посмотреть, что у нас получилось после первого прохода из 3. Убираем наш шток. Ну, вот здесь можно наблюдать уже начало нашей шпонки. Ну что же, пора делать второй проход. Также хорошо промазываем ее. И даем второй раз. Попадаем примерно в центр. Ну, я думаю, так нормально. И продолжаем. Вот уже более явная шпонка, но еще не целая. Еще не полный профиль нашей шпонки. Сейчас будем делать последний, третий проход. Итак, делаем третий проход. Наставляем по центру. Как всегда, обильная смазка. Вот так красиво получилась наша шпонка. Уже полный профиль. Ну а теперь давайте померяем, что у нас получилось с помощью штангенциркуля. Ровно 38 миллиметров. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось с другой стороны, дабы понять, какой у нас перепад шпонки по длине. — 37,9. Что означает, что перепад шпонки по всей длине у нас всего лишь 1/10, при допуске в 0,6 по 14 квалитету. Значит, наша оправка оправдала себя и, еще раз повторюсь, показала прекрасную жесткость. Ну и подытожим. Наш гидравлический пресс с функцией прошивки прекрасно вписался в наше станочное семейство и уже выполняет поставленные на него задачи. Поэтому, если вам нравится подобный контент, обязательно дайте нам знать об этом в комментариях и ставьте лайк. Ваш ZT Group.